Каким образом два иностранца, бывшие муж и жена, которые развелись в своей стране, будут делить свое совместно нажитое имущество на территории Турции? Очень сложный и интересный вопрос. Давайте разбираться. Подавляющее большинство клиентов, которые обращаются в нашу юридическую фирму по этому поводу, задаются вопросом основным. Можно ли на территории Турции признать и привести в исполнение решение суда о разделе имущества, которое мы получили в своей стране? И здесь ответ на этот вопрос очень спорный. На практике все происходит очень по-разному. Почему? Потому что мало прецедентов, то есть примеров таких судебных процессов на территории Турции на сегодняшний день крайне мало. И нельзя выделить какую-то тенденцию, на основании которой Верховный суд в таких ситуациях выносит решение тем или иным образом. Поэтому я могу основываться на практике наших адвокатов. Хакан Юнджиоглу, адвокат-основатель нашего юридического бюро, в котором я работаю, в 2021 году получил решение суда по поводу данного кейса. То есть ситуация была такая, что оба супруга развелись в своей стране и пытались разделить имущество в Турции. Так вот, Верховный суд вынес решение, которое есть у нас на руках в качестве кейса, о том, что иностранное решение суда о разделе имущества не может быть признано и приведено в исполнение на территории Турции. В Турции необходимо будет заново начать процесс по разделу имущества. Это первое. А второе, в отношении активов на территории Турции будет применяться турецкое законодательство. Так пишет Верховный суд Турецкой Республики Яргытай в решении суда, который получил наш адвокат. И поэтому наши специалисты рекомендуют на сегодняшний день именно такую тактику. Если вы развелись в своей стране, у вас уже есть решение суда о разводе, важно, чтобы развод был в вашей стране завершен, то вы на основании этого решения суда о разводе заводите новый процесс, инициируете на территории Турции. Это будет процесс по разделу имущества. Идти нужно вот таким путем. Что касается раздела имущества, то, конечно же, если между супругами будет договоренность, то процесс будет происходить гораздо быстрее и гораздо легче. Возможно, даже не возникнет необходимости распродавать имущество, если супруги смогут прийти к какому-то соглашению. Естественно, количество иностранцев, проживающих на территории Турции, с каждым годом растет, поэтому таких прецедентов будет все больше и больше, и, возможно, наметится какая-то другая тенденция Верховного суда по этому поводу. Поэтому мы будем обязательно держать вас в курсе. На сегодняшний день положение дел такое. Если вы столкнулись с этой ситуацией, то вы можете обращаться в нашу юридическую фирму, потому что это одна из немногих фирм, у кого есть опыт реальных кейсов по этому вопросу. Я надеюсь, это видео было вам полезным, и я смогла ответить на ваш вопрос. Всего вам доброго, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видеороликах. Всего доброго!